Наконец-то добрались. Давайте сделаем, чтобы при коммите у нас автоматически проверялись типы, потом наш код автоматически форматировался Prettier, а также чтобы ESLint также проверял все наши файлы, измененные при коммите. Так, для этого нам потребуется две зависимости. Husky и lint-staged. Давайте их установим. Напоминаю, что и это install. Дефис W это значит, что мы разрешаем установить именно в корневой пакет JSON, а дефис D это в разработческие зависимости. Husky это штука, которая позволяет управлять тем, что будет происходить при коммите, а lint-staged это штука, которая позволяет посмотреть, какие файлы были изменены в этом коммите и применить некоторые команды именно к ним. То есть мы хотим, когда у нас мы поменяли один файл, чтобы ESLint был применен исключительно к нему и Prettier исключительно к нему, потому что однажды у нас может стать очень много файлов, и если мы при каждом коммите будем абсолютно все форматировать и проверять, то это будет работать долго, и нас это будет раздражать. А мы хотим, чтобы это работало быстро. Хорошо. Эти две зависимости поставили. Теперь давайте Husky установим. У Husky есть такая штука, что она, помимо того, что должна быть установлена как зависимость, нужно еще вызвать ее команду, которая будет называться Husky install. Ага, вот, он установил нам git hooky. Хорошо. И уже создал необходимые ему файлы. Ладно. Но такая штука, чтобы другие наши разработчики на эту тему не парились, нам нужно добавить скрипт, который будет называться prepare. Prepare обозначает, это уже не произвольное название, а это так задано NPM, PNPM, Yarn и так далее. Вот эта команда будет автоматически вызываться, когда мы устанавливаем наши пакеты. И, соответственно, придет какой-то новый разработчик, скачает наш проект, нажмет PNPM install, у него поставятся все пакеты, а потом вызовется вот этот вот скрипт. Сюда можно добавлять и какие-то прочие скрипты, амперсанды и так далее. Но пока что мы просто хотим, чтобы Husky автоматически устанавливался. Хорошо, его поставили. Теперь давайте создадим как раз-таки наш хук. Создаем файл pre-commit. Угу. Так, ну и давайте для начала просто сделаем, чтобы он проверял типы, когда мы делаем коммит. Смотрите, это на самом деле баш-скрипт, и мы его пишем на баше, и вот эту вот команду я не хочу разбирать, потому что у нас все-таки курс по JavaScript, и это вообще нечто дефолтное, что существует и описано в документации. Вот. Суть в том, что это что-то такое, что нужно для работы самого Husky. А дальше можем просто написать подряд те команды, которые должны быть вызваны перед тем, как совершится коммит. Ну, давайте проверять типы при коммите. Поехали, давайте ломать типы, чтобы убедиться, что нам не дадут их запушить. Const, закоммитить const x number равняется hello. Ошибка. Давайте сначала руками проверим, что это работает. PNPM-btypes действительно выдает ошибку. Ну, впрочем, как и PNPM-types, который проверяет все подряд. Отлично, ошибка есть. Теперь задача такая. Мы попробуем совершить коммит, но убедимся, что нам не дадут его сделать. Пробуем. Так. Git статус, посмотрим, что у нас здесь. Хорошо. Так, теперь git add all, git commit message, something bad. И делаем commit. Because it's not executable. Ага, нам разрешили закоммитить плохое, потому что мы не сделали его executable. Так, как сделать его executable? Ну, нужно загуглить эту ошибку. На самом деле нужно просто, у меня Unix-система, то есть, соответственно, мне нужно просто выдать правильные права. Но все равно для иллюстрации покажу, как гуглить. Because it is not executable. Вот, и для вашей системы вы можете найти какую-то команду. Хорошо, вот нам сказали вот такую команду. Давайте ее вызовем. Git commit Husky.
Добавим еще что-нибудь плохое. st, a, commit method, something bad again. Так. Мгм. Хорошо. И давайте посмотрим теперь наши логи. Git log. Something bad есть, а something bad again нет. А давайте теперь вот так сделаем. Так, и потом консоль info. У нас просто ругаются еще, что мы не использовали x. Давайте его используем. Так, GST. Вы можете заметить, что они какую-то ерунду писать, да, там GST, GKM, SG. Дело в том, что я использую OMIJ в составе JRC. Это штуки, которые позволяют сделать ваш терминал симпатичнее, а также дают некоторые прочие улучшения. Я ссылочку оставлю. Суть в том, что GST это все равно, что git status, а GKMSG это все равно, что git commit message. Удобная штука, рекомендую использовать. Хорошо. Ладно, давайте, чтобы не смущать, я вернусь к обычным командам. И теперь давайте попробуем это закоммитить. Теперь у нас вроде бы ничего плохого в коде нет. Git add all, git commit message something good. Видите, началась проверка типов, ошибки не было, и все. И мы видим то, что что-то хорошее нам закоммитить удалось. Но это еще не все. Типы-то мы проверяем, а теперь давайте... И типы надо проверять действительно для всех файлов, потому что по факту вы могли поменять один файл, а типы сломались в другом. И поэтому я здесь буквально вызываю проверку всех типов. Вот этот PNPM types, он вызывает вот этот PNPM types, а этот PNPM types вызывает types во всех наших пакетах. Это нормально. А вот, например, если у нас какая-то стилистическая ошибка, да, который связан с ESLint или с претером. Здесь в одном файле поменялась, соответственно, она и ломается только в одном файле. Вот. Для этого мы устанавливали только что LinStaged. Теперь давайте его настроим. Как настроить его? Нужно во всех наших workspace создать файлик linstaged.rc.yml. Давайте его создадим. Точка linstaged.rc.yml. Ага. linstaged.rc.yml. Хорошо. Так, и в него нужно передать следующее. Как это работает? Мы ему говорим, что все файлы, которые попадают под это правило, должны попасть под вот такую команду. А именно мы говорим им prettier, там, log-level-warn, cache, write. И на практике, когда у нас придет какой-нибудь файл, он просто передаст в эту команду, будет вызвано это вот так вот. Вот так, а здесь пойдут пути файлов, которые менялись. Вот так это работает. Сейчас я еще для пущей логики добавлю дополнительный вывод здесь. Хорошо, то есть здесь мы говорим то, что мы хотим только TS, JS, JSON и VML файлы преттером проходиться. Хорошо. Теперь давайте создадим в бэкэнде соответствующий файл. И точно так же называется staged rc. Так, создаем его. Staged rc. Угу. Только в него мы уже вставим вот такой код. Мы говорим, что TS, TSX и JS файлы нужно пропускать через ESLint с пометкой fix, а дальше точно так же пойдут наши файлы. И нужно также вызывать prettier. Вот. А для файлов JSON, VML и CSS мы просим вызывать только prettier. Добавили его. Так, и пойдемте теперь еще WebApp добавим. Угу. Так, допустим, и WebApp, linStage.tc. Ага. Вот так. Ну, здесь примерно все то же самое определили для WebApp. Угу. Хорошо, linStage.tc настройки добавили. Давайте теперь попробуем. Вот, например, мы здесь, где у нас какой-нибудь RPC, консоль info.x. Ну, вот здесь вот добавим команду
да, какую-нибудь, которая будет чисто технически возможно пофикшена с помощью ESLint, да, то есть мы видим то, что у нас здесь пропущены фигурные скобочки, а здесь мы, допустим, добавим двойные кавычки, все это сохраним и попробуем это закоммитить. Git status, git add all, git commit message. То есть реально ситуации вроде работали, все сделали, что нужно, единственное, что где-то с форматированием накосячили. В таком случае за нас при коммите должно все само по себе пофикситься и нас не отвлекать. Так, add something good again. Так, посмотрим. Так, прошла проверка типов. Да, LeanStage не сработал, потому что мы забыли попросить его сработать. Давайте попросим его сработать. Для этого нужно в pre-commit добавить pnpm LeanStage. Так, но теперь у нас такая проблема, то что под раздачу этот файл не попадет, потому что он не менялся. Для этого я его хоть как-то поменяю, сохраню. Так, и теперь проверим, что это работает. Git add all, git commit message. Так, я устал писать адекватные сообщения. Но надо всегда это делать, потому что мы тестируем. Хорошо. Окей. Something good. Git commit message. Так, и смотрите. Вот это уже вывод LeanStage. Смотрите, он нам все отформатировал. Какой молодец, как же прекрасно, как же здорово. Все закоммитил, никаких ошибок. И все хорошо. Вот. Теперь еще кое-что, что связано с VS-кодом. Допустим, у вас есть такой код. Если вы сейчас его отформатируете с помощью команды формат документ, как вы привыкли, да, то он ничего не сделает, потому что здесь и так все было нормально. То есть, например, с пробелом он вам поможет, да, ну, даже с пробелом там не помог. Суть в том, что вам нужно подключить еще и проверку ESLint. И для этого можно вызвать следующее. Так, один момент. Для этого можно вызвать следующее. Вы можете открыть, опять же, Command Palette, вызвать команду Open Keyboard Shortcuts и добавить туда вот этот объект. То есть выберите здесь для себя какую-то горячую клавишу, какая вам удобна. Поставьте вот эти вот настройки, это момент, когда она может сработать. И вызовите следующие команды. То есть одновременно и формат документ, и потом одновременно с ним еще и ESLint. То есть вот эта вот команда ESLint fix all after fixable problems. Все, и у вас еще и в VS Code это будет редактироваться. Хорошо? Так, ну что, мы разобрались. У нас теперь получается в проекте все автоматически валидируется, и закоммитить ничего принципиально плохого мы не можем. Стало удобнее разрабатывать. Всем спасибо. Я понимаю, вы, наверное, немножко утомились от всех этих настроек, которые позволяют нам писать качественный код, и хотели бы побольше пописать сам код, и сейчас мы к этому перейдем. И чтобы вы понимали, вот эти вот все настройки, которые мы делали в последних уроках, они все были нужны для того, чтобы нам разрабатывалось удобнее. Не настраиваем мы их один раз, а потом просто из проекта в проект копируем. Вот, так что теперь нам будет все делать легче, код будет качественнее, а мы потихонечку возвращаемся к тому, чтобы писать серьезный код.